День 1907, Алекс на связи. Очень часто рекламируют, что нужно управлять влажностью в квартире, в доме. Но это на самом деле больше реклама, чем какая-то польза. Потому что, во-первых, никто не знает, какая должна быть влажность, там высокая, что значит высокая, низкая, что значит низкая и вообще какая она нужна и какая комфортна. В целом, конечно, влажность, она очень такая странная единица измерения комфорта в умном доме, что если смотришь, допустим, по датчикам, есть много датчиков температуры, влажности, они практически все такие. Некоторые еще и давление измеряют, например, как датчик Акара. Но влажность они тоже все показывают. Причем влажность они показывают абсолютно какую-то свою. То есть, если, например, даже взять два датчика одного бренда, то, конечно, например, я использую очень много датчиков Xiaomi, и они между собой примерно показывают одинаковую влажность. То есть, если их положить в одной комнате, в одном месте, то они примерно будут показывать одинаково. Но если, например, взять другой датчик, Акара, например, то он может показывать вообще другую влажность, находясь в том же самом месте. И это очень сложно использовать как-то там для управления, потому что, например, если принять, что 40% влажности это комфортно, надо еще понимать, при какой температуре, потому что она зависит от температуры, то тогда, если взял другой датчик, она окажется, что 40 уже, например, это сухо. Или, например, уже слишком влажно. То есть, это, конечно, не очень удобно. Но если, например, использовать этот датчик только для, например, управления вентилятором в ванной, например, для того, чтобы там не было слишком влажно, а именно как пороговое значение, то тогда, в принципе, без разницы. Там, просто поставил датчик и на нем, например, указал, что если будет 60, то включить вентилятор. Если 50, то выключить вентилятор. Если взял другой датчик и, например, он занижает, это можно проверить. Я много таких экспериментов делал, использовал отдельные датчики, проверял, как они показывают. То можно просто тогда в сценарии поменять условия, что, например, вместо 60 ориентироваться на 70, и тогда он будет точно так же работать. То есть, такой способ калибровки, фактически сценария, он, конечно, существует. Я, например, когда самодельно использовал датчики, особенно дешевые, то у них разброс очень большой, и они показывают там абсолютно разные значения. И даже если из одной партии их купил, а есть тем более из разных партий, они могут показывать по-разному, и разница может быть и 10, и 20%, то, конечно, использовать в каких-то сценариях таких единообразных это не получится. Все равно придется, если в самодельном, просто если микроконтроллер используется для управления таким датчиком и передачи его значений в систему умного дома, то просто можно ввести какую-то поправку на соответствующее количество единиц этих процентов, и тогда уже передавать более правильную влажность. Но если устройство не имеет таких, то тут уже ничего не сделать. Есть некоторых еще, допустим, датчиках, если это датчики используются, например, какие-нибудь Zigbee, и используется система умного дома самодельная, open source, то там есть такая возможность при обработке значения этого датчика сделать такую поправку, чтобы он показывал именно уже в системе умного дома значение корректно. То есть под системой интеграции там можно такую калибровку сделать. Указать это смещение. И тогда уже они будут примерно показывать какую-то адекватную единицу. И, например, если управлять влажностью в ванной комнате, то используют вентилятор, и понятно, что это все ставят. Так повелось, что это нужно обязательно, должен быть вентилятор в ванной. Но это, конечно, по сути бесполезно, когда особенно имеешь какие-то датчики правильные, точные,
и систему умного дома, и можно построить графики изменения влажности, то видно, что никакой вентилятор в закрытом помещении, в ванной, например, комнате не сможет изменить влажность как бы вообще ни насколько. То есть она не вентилируется в принципе, потому что все равно там остаются капли на разных предметах, на стенах, и потом эти капли, они долго будут сохнуть, и вентилятор, он будет просто там работать бесконечно практически. Конечно, вентиляция нужна, и она должна быть хорошей, но вентилятор, он в этом плане не очень хороший помощник. Лучше заняться вообще вопросом, почему вентиляция в ванной, например, не очень хорошая, и понять, может быть, надо ее прочистить, может быть, там соседи сверху, они там что-нибудь просто повредили, или она сама была, эта вентиляция там испорчена. Ну или, допустим, ставят стеклопакеты пластиковые, новые, современные, и потом, допустим, если клапан забыли сделать, то тяги нет, и просто там ванная не проветривается. Но самым простым способом это, конечно, когда влажность высокая, просто открыть дверь, и тогда там, за несколько минут влажность падает до приемлемой. Понятно, что все равно она будет еще там дополнительно образовываться за счет испарения капель с разных предметов, но в целом она очень быстро падает. То есть если по датчикам посмотреть, то там буквально сразу влажность она уменьшается. При этом еще создается дополнительный плюс, что когда в ванной, например, там 95% влажность, ну, это условные какие-то попугаи, то есть, конечно, она может быть и в реальности. У меня, например, самодельно показывал 80, а Xiaomi в этот момент показывал 60. То есть, кому из них верить, это сложный отдельный вопрос. Конечно, правильно взять какой-нибудь промышленный прибор и на нем проверить, что действительно вот такая влажность. Ну, или там, с помощью термометров, там старая схема есть, как это можно измерить влажность в комнате. Это все, конечно, не очень простая задача. Ну, и тут, наверное, заморачиваться не будет. Но в целом можно просто принять, что, например, датчики от Xiaomi, они, во-первых, там более стабильно работают от батареек. Там батарейка у них тоже там очень долго может проработать. И у них в целом вся схема, она работает более точно, чем какие-нибудь самодельные устройства, у которых напряжение там может скакать в большом диапазоне. А если это от сети питается устройство, то тоже может не очень хорошо стабилизироваться, например, каким-нибудь не очень хорошим блоком питания. И тоже это может влиять на показания влажности. Ну и в таком случае просто там открыл, например, дверь, и если там в соседних смежных комнатах была низкая влажность, она тоже немножко повысится, что, в принципе, может оказаться как раз хорошо. Еще, конечно, ставят какие-нибудь увлажнители. Я тоже как-то купил увлажнитель, хотел вообще самый простой, который механический, но у него нету защиты от отсутствия воды, поэтому пришлось купить сенсором, который управляется, но такой увлажнитель, он не включается автоматически, когда на него подаешь питание. Получается, что мне нет возможности им управлять системой умного дома. То есть тогда уж нужно будет покупать совсем какой-нибудь умный, вообще там, с Wi-Fi модулем, который интегрируется в систему умного дома, и уже с помощью такой интеграции подключать этот увлажнитель в систему умного дома. Но даже в этом случае я тоже экспериментировал. В реальности, если такой увлажнитель поставить и залить его там полностью полный бак воды, то даже в этом случае он, конечно, может там в каком-нибудь режиме, если не очень мощном, ну, чтобы не образовывалось вокруг там капли влаги, то он будет работать, ну, часа 2, может быть, даже 3. Но потом он, соответственно, все равно отключится, потому что вода кончится. Постоянно в него заливать воду некому может оказаться. И, в общем-то,
Это тоже там сложность создает. Но и за эти 2 часа он, в принципе, может не повысить влажность в комнате ни насколько. То есть это, конечно, тоже такая задача. То есть нужно тогда действительно ставить там плотные окна, отключать вентиляцию всевозможную, клапаны на, допустим, систему вентиляции ставить, и тогда, возможно, он что-то сможет повысить. Но по большому счету это все бесполезно, потому что когда вода кончится в баке, то уже ничего работать не будет, нужно будет снова наполнять. А, например, если такой увлажнитель используют в режиме, что если вдруг, и даже он очень мощный, допустим, сможет хоть как-то управлять влажностью, то если в нем воду оставить, то это тоже может очень плохо кончиться. Там разные бактерии заводятся, и потом можно болеть. Очень не очень приятно из-за этого. То, конечно, нужно его будет постоянно чистить. И, там, допустим, просто раз в день там, менять воду, полностью его очищать. И, в общем, такое обслуживание, это тоже не очень интересная задача. А как вариант, это, конечно, желательно, чтобы такой увлажнитель, он работал от водопровода, там понятно, что нужно систему фильтрации ставить, и тогда вот он сможет там, в режиме круглосуточном там, подавать небольшой там, увлажненный воздух, и, возможно, это, конечно, как-то поможет решить проблему. Ну, зимой, например, влажность там, повысить в принципе нету нормального способа, она всегда там понижена, то есть по датчикам это видно, без датчиков это бесполезно, там кажется, сухо, на самом деле смотришь на датчики, все нормально, это просто нужно попить воды или там сходить погулять, то есть не просто там пытаться в комнате влажность повысить. А если проветривать, то в этот момент влажность еще сильнее упадет, потому что холодный воздух он начинает сохнуть, и в итоге вообще таким образом никак не повысить. Летом, конечно, бывает такая ситуация, когда идут дожди, например, и влажность на улице высокая. Я, например, отслеживаю по такому с погодного сервера беру информацию о влажности на улице. У меня нет уличного датчика, я его не ставил. Мне потому что достаточно такого способа. Ну и видно, что, например, если на улице там 80% влажности, то в квартире, конечно, она тоже может, если хорошо проветривать, то стать такой же. Но тогда другая проблема возникает, что нужно осушать. Ну, тут, конечно, есть способы разные. Ну, например, как минимум там, с помощью кондиционера. Это, конечно, тоже можно сделать, если у него такой режим предусмотрен. И осушить воздух. Тогда, в принципе, комфортно. То есть, по крайней мере, осушить, ну, в нашем климате таком умеренном, там, конечно, проблем меньше возникает, чем повысить влажность. Ну и понятно, что еще разные обогреватели, там теплые полы, они тоже, в принципе, сушат воздух. Конечно, там говорят, что еще есть некоторые обогреватели, которые жгут воздух, но это, конечно, не очень такой точный термин, потому что все-таки там они не работают там, не в раскаленном режиме, а просто в нормальном, таком, среднем. И, конечно, они кислород не выжигают, но если они работают, то все равно воздух высыхает, и, конечно, в этом случае нужно подумать, как, может быть, утеплить, чем пытаться там, повышать влажность в комнате или там, поддерживать ее с помощью других устройств в умном доме.